Привет! В этом выпуске я покажу несколько осмотров квартир или домов для моего клиента Александра, с которым мы ведем довольно неспешный и аккуратный прицельный поиск. Также будет для того, чтобы разбавить однообразие, показ одной квартиры для клиентов, которые прилетят в конце января в аренду. И там вы сможете увидеть несколько иной уровень. Кроме того, поделюсь некоторыми позитивными новостями. Смотрите до конца. Planta baja, 2 dormitorios, cocina y comedor y un patio. Y un patio. Es un patio también cubierto, Ujú. seguro, espectacular. Y ahora hablamos solo sobre planta baja. Todo planta baja. Bueno, Todo planta baja. ¿Sí? тут можно Bueno, полисадник empezamos разбить. entonces. Adelante. Acá tenés un agua fresca. Si querés tomar agua fresca. Muchas gracias. Lo mejor servicio que yo vi acá en Argentina, honestamente. Bueno, te cuento. El dormitorio principal sería que enfrente. Sí, buena ventilación, iluminación, es un dormitorio de un 3x3. ¿Sí? Ujú. Medidas estándares. Para un. No hay plecar. A la cena y bien. ¿Hay vestidor, disculpa? No, vestidor, tenés un placar en aquel dormitorio. Solo acá. Sí. Только один шкаф есть, а в главной комнате нету. Ну такое, достаточно хорошо. Но там можно его, в принципе, сделать. Здесь по метражу вот эта плитка это 40 сантиметров. Если мы посчитаем, то мы узнаем расстояние. То есть 7 на 4 это у нас... Так, вспоминаем, давай. Можно розетки просто перенести чуть-чуть сюда. У тебя останется полметра возле кровати. Ну, допустим, одна плитка, одна кровать здесь. И сюда можно еще сделать шкаф. У шкафа обычно глубина стандартная 60 сантиметров. То есть вот... Ну, это где-то вот до сюда, да. Ты можешь просто собрать шкаф. Тебе больше здесь не нужно. Ну, это интересно. Это как будто из какого-то офиса привезли. Я думаю, что владелец занимается какими-то такими приколами. А может быть. Он для себя сделал какой-то арт, Ага. который, знаешь, в его голове выглядел как что-то сверхъестественное. ¿Me podrías, por favor, contar un poco sobre estas manchas? Esas manchas aparentemente son manchas de humedades que Sí. han venido de la planta de arriba, Ajá. ¿sí? Ya solucionado porque ya se ha secado, ¿sí? Eso es. ¿Y fue alguna rotura en su cocina? Yo coincidí con esto, ha sido una filtración de la cocina, ¿sí? De arriba, que puede ser esto aún flexible que se haya roto, o bien la descarga, que la descarga está acá, que la montante puede hacer que se haya filtrado. Igual ahí tenés la llave de paso, entonces tenés todo lo que es caños en esta parte. ¿Sí? Esto es una filtración de agua de la cocina de arriba. Como te digo, esta unidad tiene todos los servicios activos, agua, luz y gas, natural, y servicio de, bueno, están conectadas a las cloacas. Санузел довольно аккуратненький и даже, надо сказать, весьма просторный. Ну, здесь нету выхода на улицу продуктов горения. Ну, короче, какое-никакое. Este es un pequeño patio. Pequeño patio que tenés acá la conexión de lavarropa automático. Claro, y descarga queda abajo desde el techito, igual ha sido cerrado. Y como una pecera, acá te funcionaría bien un vivero, plantas. Por, digamos, te va a dar buena luz, tenés algo de ventilación, en invierno este súper calentito y tal. Sí. ¿Qué es esto? Eso es un desagüe. Ah, Es una canaleta de desagüe. Ok, bueno, Entonces, pero... la caída es acá. Ты понял, да? Это дождевой дренаж. Короче, надо будет просто заменить эту жесть целиком, чтобы не протекало. Вот, сделать нормальный слив. А куда она, получается, тут стекалась? О, слушай, очень интересный вопрос. Может, мне показалось, что уклон... ну смотри, да, это газовая труба, вот она вверх идет вентиляция, это понятно. А здесь
то ли... Короче, надо будет залезть наверх по-хорошему. И там сверху посмотреть. Вообще должно было бы туда уходить все. Но здесь я вижу стена, и там я вижу барьер. То есть оно так не проходит. Здесь, видишь, есть, в принципе, решетка, куда можно было бы спустить это все. Вот даже Или сюда. Как у них тут было сделано, я не знаю, но сейчас заткнут. Один слив тут и один тут. Короче, эту проблему как-то можно и нужно будет решить. ¿Y de qué año construcción es? Esta construcción tiene 20 años. 20 años. Entonces, de 2005. 2005. 25 como mucho, pero es bien contemporáneo. Ага, bueno. Dos décadas, 2 décadas y media. Окей, buenísimo. Видишь, есть ставни. Ну, по крайней мере, что я тебе готов сказать, этот дом как будто делался для себя. Не на продажу, как мы до этого могли видеть. Этот дом реально был. Да, весело. Какое-то настроение это точно. Так, пока Эдуардо пошел спросить у соседей, можно ли к ним заглянуть и посмотреть, действительно ли решена проблема у них с протечкой воды на кухне, потому что следы видны. Сказать, что проблема решена, нетрудно, а подтвердить это нужно постараться. И я его попросил, вот он сейчас озадачился. Пока его нет, я хочу заметить следующее. Во-первых, улочка довольно тихая и угловая. Здесь такой приятный тихий закуток. Во-вторых, дом расположен в тени дерева. Это значит, что он не будет так сильно нагреваться, даже несмотря на свой цвет. И, кстати говоря, о цвете и о том, как вообще здесь все построено и сделано. Видя контраст, я могу сказать, что, смотрите, аккуратная, качественная кирпичная кладка. Как аккуратно сделано. Видно, что не новая. Эдуардо говорит, что 20-25 лет постройки. Где-то, да, деревяшки разрушаются, но все-таки это улица. Но, смотрите, полакировано, сделано аккуратно, красиво. Эстетически не хочется, вот смотришь на все это, и не хочется себе глаза вырвать. Цвет нормально подобран. Как-то все гармонично. Решетки необычные, квадратные. Смотрите, даже с какими-то, видите, завитушечками. То есть, в целом, дом оставляет приятное впечатление. Это похоже на то, что она новая. Похоже, да. Похоже, как будто новое. Ну, еще, кстати, я бы проверял угол уклона, потому что как-то не сильно похоже, что тут 1% соблюдается. Для воды вообще надо 2% даже. 2 сантиметра на 1 метр. То есть на 1 метр длины 2 сантиметра перепада высоты должно быть. Чтобы вода нормально текла. Тут надо понимать, что эта труба еще немножечко гибкая, несмотря на свой диаметр. И надо будет потом перепроверить, действительно ли нормально все уходит. Хочу немножко дать вам информации, которая поступает часто в качестве ответов на вопросы от моих клиентов. Например, сейчас есть как раз клиенты, которых я сопровождаю по подбору жилья. Они находятся еще пока в России. И самый первый вопрос, с которым чаще всего люди сталкиваются, это как вообще проходит процедура и какой лучше всего выбрать алгоритм. Нередко люди рассматривают сначала снять себе на несколько дней или неделю что-то через Airbnb или Booking и потом искать уже на месте. Но я скажу сразу, что этот шаг лишний, потому что мы можем с вами удаленно подобрать все, что нужно. Я или мои работники могут сделать выезд на объект, отснять там в хорошем качестве видео, и пока оно будет отправляться вам, сделать также видеозвонок и перевести все общение ваше с риэлтором, все вопросы задать, заглянуть куда нужно заглянуть, и если вам вариант понравится, за вас внести задаток. И дальше этот документ позволит вам даже на границе ответить на вопрос, где вы будете жить. У вас уже будет, по сути, готова бронь жилья. Это, в принципе, базовая информация, которую стоит иметь в виду. У нас при консультации я поделюсь пакетами услуг, которые есть по подбору, как краткосрочные, так и долгосрочные аренды. И они, по сути, разработаны под любой кошелек. Есть даже самые экономичные, там от $30. Поэтому, если вдруг будет интересно, ссылка будет в описании.
Итак, входим в жилой комплекс в районе, который называется Пуэридон. Правильно? Это Пуэридон район сейчас. Генераль Пуэридон. Комплекс типа социального жилья, который строился, по информации, для каких-то служащих или кого-то. И вот парковка есть, прилегающая к нему же, с такими вот тентиками, чтобы градом не било машины. Похоже на бак для воды. Creería que tiene algún, ¿cómo se llama? Una bomba. Ага. La duda se puede hacer. Возможно, там насос установлен, который заканчивается. Вот это тоже банановые деревья, Саш. Пам-пам. Ну, так, территория ухожена, аккуратно. Цвета мрачноваты, конечно, и немного отдаленно как-то совок напоминает. У меня есть такое чувство. Ага. Что грязное? Постельно-грязные цвета. А, пастельные грязные цвета. Широкая дверь. Угу. А, ну это такой... Сначала подумал моноамбиенты, а тут, оказывается, еще есть крыло. Балкончик. Это будет цвести, наверное, и пахнуть. Прекрасно. Бутончики. Так, газовый обогреватель. Кухня. Что здесь интересно? Todo funciona? Sí. Bueno. Gas. Y ahora hay luz. Y no tengo focos. No tiene qué? Hay luz, pero no tenemos las lamparitas. Ah, лампаритас. Не хватает лампочек. Esto es todo conectado. Все подключено, сервис, ну вода есть, вот воду не перекрывали. Так, посмотрим, что здесь у нас. Ну, покрашено свежо. Вот так вот проводили розетки от выключателя, видишь, запараллелили. Ну, то есть, по-хорошему электрику, если делать разводку по-нормальному, то надо будет штробить стены, чтобы провода не так вот, не в коробе шли. И здесь, смотри, на входе только один стоит автомат. Похоже. Еще что-то такое старенькое. Ну, тут надо будет просто вызвать электрика, чтобы он пересмотрел и сделать грамотно разводку. Разделить отдельно линию на стиралку. Вот, кстати, свет здесь горит. Капает водичка. Не перекрывается. Так. Вентиляционное окно. Вот так открывается. Интересный краник такой весь пластиковый. А, надо для подключения снизу шлангика. Еще один газовый обогреватель. Вид на парковку. Эта сторона у нас получается восточная. То есть там рассветы будут, и солнце будет уходить вот туда, насколько я сориентировался. Если я правильно сориентировался сейчас. Так, это юго-восточная. Юго-восточная. Угу. Так, ну и еще одна такая же спаленка. Две спальни. Похоже, здесь перекрытие плиты. Ну, это без разницы. Решетки даже здесь стоят на окнах, видишь? Прикольно. Саша назвал этот стиль нежный брутализм. Я, если честно, не слышал о том, что такое бывает. Но вот интересно обратить внимание, вместо деревяшек это все бетонные такие штуки. И сделано, ну так, добротно, по-советски, как будто бы. То есть вот железобетонная, мощная конструкция, каркас, который заполнен кирпичом. И плиты перекрытия. И ровно как в советских квартирах, высота потолка 2,50. Металлические ставни. Сейчас посмотрим, как работают. Окно, кстати, без скрипа открылось, ты заметил? Да. Боюсь, что... Нет, смотри.
Пошла потихонечку. Не то, что там в целом возможно. Да, а здесь вот открывается вот так. Бам. И просто упирается в такие упорчики. Una pregunta, ¿este departamento incluye un lugar para estacionar un auto o no? No, eso hay que arreglarlo con la administración. Ajá, ok. Ok, y acá hay guardia o no? No, hay un encargado. Un encargado y esto tiene una administración. Bueno, Sí, es seguro, porque es cerrado, pero ajá. Pero no hay puesta de guardia, no hay... no, guardia permanente no. Ajá. Si hubiera, las expensas serían más altas. Sí, ahora expenses, ¿cuántos son? 60, 80 la última vez por Ajá. año. Mantenimiento. Mantenimiento. Cortar pasto, limpiar. Han pintado, han arreglado, seguramente han pintado, han hecho algunos arreglos. Ujú. Y quizás, qué sé yo, han arreglado algo, por eso vino un poquito más, pero Sí. después en sí estructuralmente está muy bien. Угу. Снова лучи закатного солнца. И вот что хочу вам в них показать. Этот район, который виднеется, включая вот эту его часть, и вот между этими домами проходит авенида Велес-Сарасфилд, которая отделяет этот район с названием Гуэмес от того района, который уже называется Нуэва Кордова. И хочу показать вам следующее. Район Гуэмес имеет вот эту очень популярную зону с множеством барчиков и ресторанов. На Google картах она обозначена желтым цветом, что означает, что она имеет очень высокую посещаемость и весьма привлекательна для туристов, как минимум. Также есть информация, что район Нуэва Кордова очень популярен среди студентов, потому что находится близко к студенческому городку. И студенты, которые ищут аренду, рассматривают Нуэва Кордова и, как более дешевый вариант, Гуэмес в том числе. И теперь, что мы видим? Еще чуть-чуть дальше, туда, будет речка Ля Каньяда. Вот примерно вот там, между вот этой белой высоткой и вот этой кирпичной высоткой. И смотрите, белые два здания, вот они. Это здание Трибуналес Трес там и Трибуналес Дос правее. И где-то там, мимо Трибуналес Дос, проходит улочка Франциско де ля Прида, на которой и находится домик, который я приобрел на пересечении с улицей Артуро М. Пас. И теперь посмотрим вот сюда. Там такие две башни видны, на самом деле их там три. Это жилой комплекс, который называется Торрес Ачи. Это граница большой такой квадры, в которой находится этот домик, находятся эти суды. И, как видно, вся эта большая гиперквадра застраивается большими высокими домами по периметру сразу. Ну и потом это будет углубляться туда, в сторону этого домика. Я так считаю. И сегодня мы пойдем смотреть как раз в этих башнях квартиру для моих клиентов, которые 30 января прилетают из Москвы, чтобы родить ребенка в Аргентине и остаться. И я со своей командой буду сопровождать их в этом процессе от самого начала до самого конца. У нас такой как бы конвейер. И как раз сегодня я начинаю, точнее продолжаю уже для них свою работу. Вот мы пойдем смотреть. Если квартира понравится, внесем за нее задаток. А почему я решил вам об этом рассказать? Да все просто. Этот район, куда сейчас я пойду, находится как раз таки на авениде Пуэрредон. И этот комплекс жилой находится на авениде Пуэрредон, куда меня приглашали прогуляться подписчики. И как раз сейчас я этим и займусь и посмотрю,
что из себя представляет эта авенида. На самом деле я скажу, что я уже там ездил не единожды и, в принципе, понял, знаю, о чем речь. Просто тогда почему-то не связал то, что видел на карте, с тем, что видел в жизни. И другой момент, это то, что именно на авениде Пуэрредон 30-31 декабря у меня свистнули телефон, и это было ближе к центру. Вот сейчас мы прогуляемся и посмотрим, как авенида Пуэрредон выглядит дальше от центра. И заодно я хочу показать вам квартиры иного уровня, потому что то, что я смотрел для покупки, для себя и для своих клиентов, может чуть получше, это одно, это близко очень к низу рынка. А в этом комплексе все-таки квартиры будут попрестижнее, и уровень вы сможете увидеть сами. Вот сейчас специально показываю вам. Вот это авенида Велес-Сарсфилд, которая разделяет район ГУМС, которая по левую руку находится, и район Нуэва-Кордова, который находится уже по правую. Туда дальше находится Пляса Испания, площадь Испания, такой круг. Это прямо сердце Нуэва-Кордовы. И мы можем видеть, что разницы между районами визуально нет, по крайней мере, по обеим сторонам от этой улицы. Здесь видна динамика, что вот строится большой торговый центр, там паркинг, кстати, внизу. И вот сейчас мы в лучах заката прогуляемся по авениде Пуэрредон. Телефон держу крепко, оглядываюсь по сторонам и специально показываю вам вживую эту прогулку, чтобы можно было составить какое-то впечатление. До Ля Каньяды 2 квадры. Напомню, квадра примерно 100 метров. Красный в Аргентине еще не значит, что нельзя идти. То есть, если ты никому не помешал, то можно и перейти. И вот 2-ю квадру мы проходим, и видны бортики Ля Каньяды. Это такой канал. Пока горит зеленый, я думаю, что мы аккуратненько пройдем. Кстати, в Аргентине пешеходов не особо пропускают, поэтому надо быть на каждом шагу осторожным. Вот она, Ля Каньяда. И теперь еще 2 квадры до этого комплекса. Магазины, шиномонтаж, автобусная остановка. По той стороне 2 мойки автомобилей. Я туда, кстати, уже сдавал тачку. Цены одинаковые. Подозрительно смотрят. А вот это улочки, которые уходят вглубь района с такими вот домиками. Тоже, видимо, кто-то выкупил вот эту землю и уже там что-то намеревается строить. Вот детвора гуляет. Вот на эту мойку я заезжал. 18 тысяч песо стоила полная мойка автомобиля. Это где-то $12. Вот уже здания идут высокие. И здесь высокие, вдоль авениды Пуэрредон. По ту сторону тоже начинают застраиваться. Здесь тоже видно огорожено. За забором видны еще какие-то 2-этажные халупы, наверное, я бы все-таки сказал. Но поскольку стоит уже этот забор, я думаю, там выкупили территорию и тоже что-то будут строить. Вот такое высокое. И вот машина сейчас меня собьет, да? Так, это какой-то санаторио привадо, какой-то госпиталь частный со своими бричками. Станция вызова такси.
Зеленые это тоже такси, не только желтые. Желтое это традиционное, зеленое это так называемый ремис. Не буду вдаваться в детали, в чем разница. Центр сертификации. Короче, вот здесь тоже несколько башен по той стороне. И, пожалуйста, вот мы прибыли к этому центру. Здесь аптека. И вот он, вход в комплекс. А там дальше круговое движение. То есть, что я должен заметить? В целом, район не убогий. И вот туда по прямой, по Авениде Пуэридон, можно попасть прямо в Нуэво-Кордову. Парк Сармьенто, например, за площадью Испании. Торре-Аче. Или Торрес-Аче. Bueno, ingresamos. Эми будет нам показывать квартиру. Вот это въезд в подземную парковку. Ага. В этой башне будет квартира. Торре-Дос. Вторая башня. Такая здесь площадка, магазинчики, кафешечки. Вышли из лифта на 13 этаже. Входим в квартиру с кодовым замком. Попадаем сразу в кухню. Y un pequeño, te voy a abrir la puerta, un pequeño balcón, el otro también, para poner cosas de limpieza y tender. Все, что нужно есть. Стиралка, вот это сушилку сюда можно поставить. Маленький такой балкончик для вентиляции. Стиралка. И todos los platos. Все сковородки, кастрюльки. Короче, все, что необходимо для жизни, есть. Ничего нет необходимости докупать отдельно. Это зал такой, гостиная и столовая. И отсюда вид на другую башню. А вот в другой башне, вот в этой, третьей, находится квартира, которая освободится 27 января. И у нее вид на ту же сторону, только не с 13, а с 21 этажа. Поэтому мне кажется, что нечего тут даже думать. Тем более вот то сторона восточная. То есть там солнышко будет вставать. И оно днем находится вот в той стороне. То есть весь жар будет не в окна попадать, а там совсем может чуть-чуть по касательной. Так что это совершенно нормально. Но вид будет просто шикарный. ¿Piso qué? Disculpa. Con losa radiante, que en invierno es caliente el piso. Здесь теплый пол в этой квартире. И en otro también? Sí, también es. Короче, классно же в этом комплексе современная система отопления. Вообще замечательно. О, ванна есть. Уже со сколотой эмалью, но это ладно. И на гибком шланге душек. Довольно просторные санузлы, надо сказать. И вот спальня. Ох, тоже хорошая, просторная. Много места. Вот тут сантиметров 90 с каждой стороны кровати. То есть много места. И хорошо освещается, и тоже хороший вид. И большой шкаф. Отлично. Да, значит, разница между квартирами. В этой квартире есть 2 кондиционера, а в той квартире кондиционер есть только один. Он в основной, вот в этой комнате. Но можно, в принципе, днем охлаждать и просто, чтобы туда заходил прохладный воздух, а там просто на ночь открывать окошко, например. И там... И otro departamento no tiene sillón. Sí tiene sillón, pero no sofá-cama. Bueno. Там есть просто диван, но не раскладной. А здесь еще диван раскладывается. Ну, Claro, где-то este нет tiene необходимости. sofá-cama. acá. Bueno, no hay necesidad porque son Dos personas. una pareja, solo 2 personas. Ok, pero sí Sí. tiene sillón. Ага, bueno, perfecto. Управление теплым полом. Y arriba, ¿qué es? Y arriba está terraza con asador. О, vamos a ver. А теперь мы вышли на 22 этаже. И посмотрим, что из себя представляет общее пространство. Так, здесь холодильник, я вижу. Parrilla. Здесь можно помыть что-то, подготовить, пожарить и выйти на улицу покушать.
С прекрасным видом. Entonces, 21, piso 21 es el último. El último. О, И перфекто. Мгм. Короче, квартира вот в этом здании будет на самом последнем этаже, на 21-м. Ну вот примерно такой будет вид, только ничто не будет загораживать панораму. По-моему, прекрасно. Там будет вид на всю Нуэво-Кордову и на центр. Будем руками перемахиваться, потому что с моего балкона видно как раз вот эту квартиру. А вот это вид на горы, который с той крыши точно так же будет виден. Вот закаты будут такие примерно красивые. И внизу вот она, Авенида Пуэрридон пошла. Вид, в общем-то, на всю Кордову, надо сказать. Тут без преувеличения с этого комплекса видно просто все. И вот северная часть города тоже будет видна вся. Получается, можно вот так пройти. Ага. По-моему, неплохо. Здесь на территории есть ресторанчик, который в 8 закрывается. Такая типа кафешечка. Аптека есть. И вот с той стороны здание какой-то клиники тоже. А вот это выход на задний дворик и тренажерку. Сейчас посмотрим. То есть здесь можно просто вот понаходиться на улице, либо позаниматься. Hola, ¿cómo estás? А, еще игровая комната есть. Угу. Muy bueno. Ah, este es un baño. Con la ducha, ¿no? Без душа, просто туалет. Итак, эта квартира в результате для моих клиентов обошлась вместо $566 в 533. Я сторговал на 3 месяцах суммарно $100, сэкономив клиентам эту сумму в дополнение к тому, что мы сэкономили еще на аренде Airbnb. Здесь я должен отметить, что в эту стоимость входит все абсолютно, то есть и expenses, они там дорогие, и коммунальные услуги. При этом установлены просто лимиты по коммуналке, при превышении которых нужно будет просто доплатить сумму превышения. И, конечно, интересно было бы посчитать для этой квартиры ROI, чисто как инвестор посчитать целесообразность таких вложений. Но, к сожалению, я на рынке не нашел ни одного предложения готовой квартиры в подобных комплексах. Видимо, на них здесь действительно охотятся, потому что это здесь популярная тема. Закрытые комплексы с охраной, там, с паркингами. И это действительно очень востребованный продукт на рынке. Я находил разве только предложение на этапе котлована. И по моей беседе с застройщиком я понял, что здесь, в Аргентине, это не такое выгодное вложение, потому что если, к примеру, в Беларуси, у меня уже был в Минске опыт долевого строительства также, и я могу сказать, что получилось практически x2 к цене изначальных вложений, когда мы в итоге продали уже эту готовую квартиру. Здесь, по словам застройщика, можно рассчитывать процентов на 30-50. Сколько будет строиться комплекс, непонятно. Ну, например, возьмем 2-3 года, да? Заморозить эти деньги и 50%, если мы разделим на 3, то получится там 17% каких-то в год. В принципе, это тоже неплохо, и это можно считать пассивным таким вложением, да? Надо подумать. Короче, нужно подумать. Но это я взял максимальную цифру. Если брать 30%, то это 10%. Вот ты выигрываешь. Короче, тема к изучению. Так, и еще одна маленькая деталь, которую хочу вам рассказать из того, что знаю.
В Аргентине принято так, что прилегающая территория рядом с участком обслуживается и облагораживается за счет того, кто является хозяином этого участка. То есть, если вот тут находится этот домик, то это их ответственность соблюдать здесь чистоту, порядок, укладывать плитку, там асфальтировать, бетонировать и так далее. Если им это не надо, никому другому это тоже не надо. И в итоге получается вот такая картина. Вчера в какой-то степени был судьбоносный день, потому что утром в 10:30 я подписал договор купли-продажи дом. И дальше в 12 я посетил собеседование в крупную международную риэлторскую сеть. И я думаю, что успешно прошел как минимум скрининг интервью. И дальше жду назначения интервью с шефом этого офиса. Будет интересно попробовать свои силы. Но и это еще не все. Вчера мне позвонили из одной IT-компании с приглашением на техническое собеседование. Туда я отправлял раньше свой CV. И должен признать, что вместо того, чтобы потратить сейчас энергию и время на подготовку к техническим собеседованиям, поскольку все же нужно многое освежить в памяти, я решил уделить больше внимания собственным проектам. И поэтому честно ответил, что если и готов буду пройти это интервью, то, наверное, попозже. А может быть, и вообще нет.